Всем доброе утречко. Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. Сегодня у нас солнышко. Радуют нас такие денечки солнечные, ноябрьские. Я на лоджию убрала свое повидло, которое вчера сделала. Думаю, оно здесь очень будет хорошо храниться, потому что прохладно. Сегодня мы с сыном едем в РФЗО. Мы несколько дней назад подали все документы для получения государственной медицинской страховки. Но через пару дней нам позвонили, сказали, что есть вопрос, есть какая-то проблема, ее нужно приехать и обсудить. Вот сейчас мы туда направляемся, чтобы понять, что там за проблема. Рядом с нашим домом сплошная стройка, асфальт отсутствует, после дождичка много грязи. Но все это, конечно, временные проблемы. Когда дома достроят, то будет очень даже хорошо. Так, кто здесь гуляет? Нет, не наш, слава богу. Белых штанишков нет. Это не наш кот. А дом наш. И вот напротив нас такой же практически дом. Красивый дом тоже. Злющая собака. Вот так вот украшают дома, ворота. Где свадьба была недавно. Кажется, клевая наклейка вообще, модный. Это бирка. Не выспался, наверное. Його максати. Мені треба так. Какая красота. Огромная клумба из георгин. И каркуша. Тут как тут. Что-то она недовольна, фыркает на меня, смотри.
помешала ей кушать. Да не бойся. Вообще здесь место очень красивое. Кстати, наши курсы находятся прямо вот в этом здании. Вот где плакат белый большой висит. Вот в этом здании мы ходим изучать сербский язык. Ну, Каркуша никак не успокоится. Возмущена она. Не нравится, что ее снимают. Ja kažem ima da sve dobro. Ja mislim da on ima da. Мы сходили в РФЗО, все выяснили, какой там был вопрос, какая проблема, что нам сказали. Расскажу в конце этого видео. Там нужно будет все поподробнее рассказать. И сейчас мы направляемся на рынок, который находится рядом с крепостью. Сегодня такая классная погода, солнце такое яркое, все люди гуляют. Поэтому, скорее всего, мы зайдем еще в саму крепость, немножко тоже пройдемся, погуляем, я там сниму. Da. Samo da vas pitamo za plaćanje kursa, da to poradite sve odgovorite. Мишава снова стала полноводной, у нее даже появилось течение.
А летом она была практически пересохшая, мелкая совсем. Это красивое большое здание, университет. Очень удачный кадр. Тень от дерева падает на стену крепости. Я обязательно нарисую. Рядом с рынком продаются саженцы. Ну, сам рынок я не буду снимать внутри. Обычный рынок. Ali on njega pola 12. A ja nemam, njega poslije ne mogu da vratim. Сегодня по всей территории мы не будем ходить. Там очень большая территория.
зеленое, красивое, есть что показать, где погулять. Но сегодня у нас нет времени на это, у нас еще много дел, поэтому я покажу только раскопки древних стен, которые находятся рядом со входом. Зайдем в китайский магазин посмотреть на рождественские товары.
Всем подписчикам канала Дубль 2 привет! Сегодня хочу подвести итог всех необходимых документов, которые мы подавали, которые с нас просили для получения государственной медицинской страховки в Сербии. У нас получилось это, состояло из двух частей, то есть сначала мы туда сходили, узнали, какие документы нам необходимы, нам дали список, мы их подготовили, принесли туда. Но нам объяснили так, что так как сын обучается здесь на курсах изучения сербского языка, то вы можете сделать одну страховку на двоих, то есть оплатить 4 700 и пользоваться и я, и сын. Нам это сказала начальница. Но человек, который занимался оформлением медицинской страховки, на тот момент был в отпуске. Вот. И когда она вышла, через 2 дня она нам позвонила и сказала, что нет, к сожалению, так не получится. Подойдите, пожалуйста, к нам еще раз, и нужно будет оформить отдельных для страховки и на сына, и на вас. Вот. А почему не получится, нам объяснили так, что раньше так можно было сделать. И начальница поэтому дала добро, сказала, да, конечно. Вернее, они даже сами предложили, мы даже и не рассчитывали на такую экономию, нам предложили это сами. Сказали, что вы можете сделать, так как он обучается, одну страховку на двоих. Вот. Но сейчас там компьютеризировано все уже, и когда вводишь в систему, то курсы они не проходят, просто не дают оформить. Это только высшее образование имеется в виду. Если бы он был студентом, обучался в Сербии. В общем, итог. Мы подали туда такие документы. Это копия загранпаспорта и моя, и сына, естественно. Это переводы свидетельства о рождении наши. Переводы у переводчика и официально заверенные. С русского языка на сербский переведено. Значит, распечатка сборовка с ВНЖ. Да, нам одобрят государственную страховку. Мы туда должны прийти еще раз, сделать, написать заявление. Мы получим счет, оплатим его. И тогда, значит, начнется отчет 3 месяцев, в которые мы будем оплачивать 4 700 каждый месяц. Но полноценную страховку мы еще не можем получать. Полноценное обслуживание в поликлинике мы не можем получать. Это будет только хит на помощь. Но что такое хит на помощь? Это не то понимание, не скорая помощь, не в том понимании, как в России, что вот приехала скорая помощь. Нет. Это если вы, например, заболели, там, ОРЗ, там, еще что-то такое, там, не знаю, там, повредили себе, там, порезали палец, вам нужно перебинтовать. Это все есть хит на помощь, скорая помощь. Вот. То есть, если вы приболели, вы можете все равно спокойно прийти в кабинет терапевта, и вам окажут бесплатную помощь, назначит лечение. Вот мы, кстати говоря, неделю назад, я уже говорила, переболели. Вот. И без страховки, и без даже документов о том, что у нас уже приняты документы на получение государственной медицинской страховки, мы, все равно мы были вынуждены обратиться к врачу, и нам оказали помощь. Нас приняли, там, послушали, назначили лечение. Вот, поэтому как бы никто вас не бросит, даже если вы не оформили государственную медицинскую страховку, вам окажут хитную помощь, то есть скорую помощь. Прежде чем начать заниматься оформлением медицинской государственной страховки, мы, конечно же, я сама смотрела, искала ролики об этом, собирала информацию, какие документы нужны, куда обращаться. Вот, поэтому, конечно, это все очень полезная информация, кто собирается это делать самостоятельно. Но хочу сказать, что не все знают английский язык, поэтому если вы хотя бы уже имеете хоть какие-то навыки, как-то объяснить немножко по-сербски, либо пользуйтесь тогда переводчиком на телефоне, потому что по-другому никак. Нужно хотя бы хоть как-то объяснить, что вы хотите. Информацию, которую я нашла в интернете, в роликах, рассказывали о том, какие нужны документы. Да, все совпало, кроме того, что нужно подтверждение из России о том, что там у нас больше нет медицинской страховки. И о том, что мы не имеем доходов в России. Не знаю, может быть, это был какой-то более устаревший ролик, но с нас этих документов не попросили. В общем, если вы полной семьей, муж, жена и несовершеннолетний ребенок,
то такую страховку вы получите одну, вы заплатите один раз 4700 и получите на всю семью. Это, конечно, ну, шикарно. У нас не тот вариант, поэтому мы вдвоем с сыном, и он уже взрослый, совершеннолетний, поэтому мы оформляем две отдельных страховки. Нам так положено делать. 4700 за него и 4700 за меня. И еще нам объяснили, что если вы вдруг уезжаете в Россию, придите перед этим и скажите, что вам не нужна больше страховка, вы должны написать заявление. Иначе вам будут просто выставлять за каждый месяц счета. Потом вы их должны будете оплатить. То есть это важно. Ну, мы не планируем уезжать, поэтому мы приняли к сведению эту информацию. Поликлиника в Сербии называется «Дом здравля». Карточка, которую вы получите, когда вам одобрят государственную медицинскую страховку, это называется картица. Картица, здравственно картица. Конечно, мы оформляли все, делали сами, но это только благодаря тому, что, во-первых, у меня сын знает английский язык, во-вторых, он уже более-менее, мы живем в Сербии всего лишь 4 месяца, и он уже более-менее, благодаря, наверное, курсам или вообще своим способностям к языкам, более-менее умеет общаться уже на сербском. Поэтому, наверное, если бы самостоятельно, я бы не смогла оформить. Это я к тому, что если у вас совсем нет навыков в языке, или вы ну, хотя бы пользуетесь тогда переводчиком, так тоже возможно. То есть лучше тогда обращаться, наверное, к помогаторам. Мы к помогаторам не стали обращаться, но это и лучше, чем мы планируем жить дальше в Сербии, поэтому нам нужно изучать язык. Мы хотим здесь работать, полноценно жить, для этого язык необходим. Поэтому мы сразу, приехав сюда, окунулись самостоятельно во все это. В ВНЖ мы не обращались ни к каким помогаторам, мы делали все сами. Значит, страховка медицинская, обменяли права водительские. Везде нужно как-то объяснять, нужно, чтобы тебя поняли, что ты хочешь. Поэтому сразу влившись в эту жизнь, наверное, будет легче изучить язык. Если вы намерены жить в Сербии, то изучайте язык. Это необходимость. Со всеми нюансами, с которыми сталкиваемся мы при переезде в Сербию, из России в Сербию, я буду вас знакомить. Если что-то интересное, пишите ваши вопросы. Постараюсь всем ответить. Подписывайтесь на мой канал. Мне это поможет для продвижения моего канала, а вам будет удобно всегда следить за новыми моими роликами. Ставьте лайки. Всем пока! Ребята, какие погоды сейчас стоят в Сербии? Такое яркое солнце. Мне кажется, летом такого солнышка не было. 15 градусов, но ощущение, что к 20 даже близко. Красота. Сейчас сын сходил в магазин, позвонил мне, говорит, иду в кофте. Неужели так бывает? Середина ноября и так жарко, и так солнечно. Ну, конечно, бывает. Я родом из Крыма, там так было. Поэтому я сейчас вернулась в близкие мне климатические условия. В Подмосковье, где я большую часть жизни прожила, конечно, такой красоты не было.